Всем привет, и это будет стрим на тему вот этого. Сейчас буду рисовать и одновременно проговаривать всякие такие штуки. Рисовать буду в перспективе, в одноточечной перспективе. Это мой каллиграфии пен. В общем, вот, буду сейчас с ним делать свои странные упражнения. Упражнения эти исходят из и моей профессии, и из моего хобби. Мне очень нравится моделировать пространство, очень нравится делать с ним различные игры, и перспективные, и всякие другие. В общем, вот это часть моей проектной истории, и этим я невероятно увлечен. Буду показывать тут, что тут происходит. Это все история одноточечной перспективы. Как она может расходиться, как она может развиваться, как она может превращаться там, скажем, в элементы городского пространства, или ландшафтный проект, или архитектурный проект. Буду показывать на таком живом примере, как рождается эта история. В общем, перспектива бывает разная. Одноточечная, двухточечная, трехточечная и дальше тоже бывают. Но ими я, честно говоря, те, которыми дальше, особо не загонялся. А для таких развлечений одноточечная подходит, мне кажется, лучше всего. И смысл ее в чем заключается? В том, что все линии диагональные сводятся в одну точку. Вот в эту. Она берется как точка отсчета. И линия горизонта всегда проходит через нее. То есть то, что мы видим ниже линии горизонта, располагается здесь. То, что выше, располагается вон там, наверху. И вот это такие базовые определяющие штуки. В общем, вот если я рисую домик, то все линии, которые составляют его диагональные грани, они тоже идут в эту точку. И вот здесь вот эти линии идут в эту точку. Все вертикальные линии вертикальные. Посмотрите, как строится домик. Я беру и рисую его одну боковую плоскость. Все вертикальные линии вертикальные, все горизонтальные горизонтальные. У меня получается вот такая структура. Так, видно ли на видео это все? Да, похоже, видно. Допустим, я его хочу нарисовать вот таким. Я делаю ему такую простую, непростую, классичную крышу. Крутую крышу. Я теперь постепенно начал немножко в этом разбираться, когда сам стал активно строить, начал копать историю. Там очень много интересного, очень много сложного и очень много поражающего воображения. Чем больше закапываюсь в эту историю, тем больше у меня взрывается мозг. Насколько круто умели думать древние, когда строили свои классические домики. И вот, по сути, построив такую коробочку в перспективе, я уже имею представление о том, как выглядит мой домик. Все линии, напомню, диагональные, они идут в эту точку схода. Могу сходу прикинуть оконные проемы. Рисую линером, но без предварительной наметки какой-то карандашом и без предварительного вообще понимания того, что у меня выстроится на этом пространстве. Просто начинаю его с точки и развиваю в различные стороны. Буду приносить сюда рандомно кусты.
рандомно деревья и сам с любопытством смотреть за тем, что за город образуется в итоге. Это такая игра, в которой я прям очень увлекся в Пезра Баталии, где довольно много работал. Это каллиграфия пен. Это не карандаш, это линер. И смысл этой игры заключается в том, что начинаешь развивать это пространство и смотришь, каким образом могут расходиться плоскости, высоты. И делаешь композицию не просто плоскости или в чем-то, а в объеме одновременно и в перспективе, и в положении в пространстве, и в объеме. Это все настолько занятно. Ну, вот, например, есть плоскость. Вот есть плоскость здесь. Вот она. Человечек может прийти сюда, спуститься вниз, пройти вот здесь. И тут, например, я его хочу спустить вниз. Для этого я, опять же, использую вот эту вот точку схода. Вот таким образом. Вот таким. Опускаю настолько, насколько мне это необходимо. Например, вот на такую высоту. Чтобы было видно, я ее помечаю вот здесь, в тени. И на основании прямоугольника, который получается на вот этой высоте, фиксирую объем кубика. Да, от одной точки. У меня получается кубик. А кубик мне в перспективе срезать очень просто. Я провожу из одного угла линию к другому, из одного к другому. И у меня получился такой же скос, только направленный вот в эту сторону. Так как это все дико просто, но очень круто тренирует мозги и пространственное мышление. Поэтому я обожаю эту игру. И раньше я вел довольно много стримов только на YouTube на вот эту тему. И большая часть из них как раз из Италии. Кому интересно, смотрите у меня на YouTube-канале. Можно спросить Эдуард Кичигин, и там, в общем, мой канал по-любому найдется. Вот, я сейчас пытаюсь, наверное, вернуть эту практику. Ну, много занимаюсь, много рисованием. Это часть моей профессии. Моя профессия — это проектирование ландшафта и архитектуры. И я представляю проекты и в 3D, и концепции в графическом виде. Еще преподаю в Лесотехнической академии концептуальное проектирование. Поэтому рисунок — это часть моей профессии. Я практически постоянно рисую. Мне это очень интересно. Так, я думаю, я, например, продолжу эту площадку сюда. Все, опять же, идет от этих линий. Вот так двигается. Тыдынь. Спасибо. И, наверное, отпущу ее вон туда вниз. Когда навостришься это все делать, ну, когда сделаешь много практики, то это происходит уже практически на автомате. И можно не строить, а рисовать сходу, практически не задумываясь. И получится все более-менее убедительно. Ну, плюс всегда можно себя проверить. Если нормально понимаете вот эти вот простые принципы.
Вот, и это круто собирает мозг. А сейчас утро, мне нужно, чтобы мой мозг включился, хотя я эту ночь не спал. Это все продолжение тех проектов, которые идут. И они идут не так легко, как мне хотелось бы. О, может быть, я еще ниже опущу сюда. И здесь будет прямо домик. Интересно. А над домиком вот такая вот терраса. Только нужно будет подумать, как людям сюда приходить. А может быть, они пойдут вот так. Например. Это будет проход. Да, это несложно, пробуйте, конечно. Все очень просто. Все диагональные в одну точку, все вертикальные вертикальные, все горизонтальные горизонтальные. И все получится. Если что-то не получается, то этот стрим, я его тоже наверняка выложу на YouTube. Там можно будет посмотреть. Там он сохранится. Нет, это Линер. Так, я думаю, если это будет, например, такой большой провал вниз, то это могут быть там оконные проемы, вот здесь оконные проемы. Интересно, что получится. То есть получается как такой кроссворд, который ты одновременно придумываешь и одновременно его разгадываешь. Такая головоломка для архитектора. Это очень прикольно. Ну и оконные проемы классно рисовать такими просто пятнами. Не делая из этого сложной истории. Самый сложный рисунок, самый ответственный был, я рисовал карту Михайловского сада для Русского музея. Вот там самый долгий рисунок, который у меня был. И самый замороченный. Но зато теперь вы можете прийти в Михайловский сад и увидеть мою графику там. Вот это был самый сложный. Вот здесь, я думаю, я попробую нарисовать арочную структуру. Что получится. Если я возвращаю себе это хобби, то, скорее всего, я возвращаю себе это хобби. Вот это я долго не практиковал, но сейчас начал, и мне понравилось. Скорее всего, я постоянно, наверное, буду стримить на эту тему. А если я начинаю снова эту тему, то нужно, конечно, прокачаться. Окей, ладно, буду стараться восстановиться. Вот, получается плоскость, по которой могут идти человечки. И они приходят вот сюда. Здесь получается терраса. Да, любопытно. Это как провал туда. Там торчат арочные окна. Вот этого этажа. Тут такие арки тоже есть. Попробую нарисовать их поклассичней. Ну ладно, дальше потом проработаю. Этот переход любопытный, что с ним можно придумать. Доброе утро. Ну, по крайней мере, сейчас пока понасажу туда деревьев. Нет, линер стереть нельзя. Это один из моих принципов рисунка, который я услышал у очень крутого архитектора. Он говорил, что нужно
ну, после достаточной практики, наверное, брать и отказываться от карандаша. Я много лет не покупал себе карандаш. Не боюсь, вообще не боюсь. Раньше страх был, а теперь мне вот эта вот штука не нужна. Я рисую сразу начисто. Это тоже один из принципов моей школы техники скетчинга, потому что это проектный рисунок. Это не рисунок ради художества, а рисунок ради того, чтобы показывать свою проектную идею. А проектная идея, она есть в голове. И ты должен научиться рисовать сразу ее. И сразу же симпатично. Чтобы продемонстрировать ее там собеседнику, клиенту, кому угодно. И вот такой подход в том, чтобы рисовать сразу и хорошо. И рисовать не художественно, так как это все-таки проектная графика, а достаточно стильно и симпатично для того, чтобы можно было показывать это другим людям. Вот у меня такой подход к скетчингу. Немного буду накидывать тенеобразование, которое должно быть в тех катакомбах. И здесь, наверное, поднимается стена. Хорошо бы протекстурить некоторые части. Текстурю штриховкой такой, максимально простой, чтобы как можно меньше заморачиваться. А в первую очередь показывать объем и перспективу пространства. Это очень любопытно. То есть из этой точки пространство развелось вот сюда, в этот домик. Оно пришло сюда, может идти туда, опустилось сюда, 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 сюда. Так, я думаю, нужно поднять что-то и с этой стороны. Пусть там тоже будет домик, но, наверное, одноэтажный, потому что я хочу сделать чтобы было видно их несколько. Здесь я рисую прямоугольник, и моя задача свести его все углы вот в эту одну точку. Для него я делаю тоже простую классичную крышу. Это римский треугольник. Вот такой. Чем больше я с этим треугольником разбираюсь, тем больше обалдеваю от того, насколько круто придумали древние. Окей. И вот эту линию крыши тоже ввожу сюда. У меня получается такой домик. Конечно, я хочу туда арочную структуру. Пусть посередине будет арочный дверной проем и 2 окна. Просто я очень люблю арки. Накидываю примерно таким образом. И теперь думаю, или я площадь перед ним буду развивать вот в такую же структуру, или я буду наоборот поднимать вверх. Думаю. А попробую совместить эти два подхода. Это же упражнение, это игра на развитие трехмерности мышления. Вот эту часть я буду опускать вниз. Опять же, по тому же самому принципу. Все диагональные сводятся к единой точке схода сюда.
все горизонтальные параллельны друг другу. Так, и что у меня получается? Блин, сам не понимаю. Ладно, пока перейду сюда. Здесь у меня какая структура образуется? Допустим, я сделаю вот так. Окей. А вот здесь я пойду вот таким образом. Все идет в ту же самую точку схода. Вот так, вот так, вот так. Это очень прикольно выгрызать из пространства куски. Как будто бы пространство — это такая сущность, из которой ты берешь и вынимаешь формы. Это очень весело. У меня по голосу, может быть, не слышно, что меня это развлекает, но на самом деле развлекает. По голосу не слышно, потому что я ночью не спал и сижу, как и в прошлые дни, жду, когда у меня пройдет рендер видео на компьютере. Чтобы не уснуть, я стримлю со страшной силой. Вот у меня намечаются формы этой улицы. И вот эта улица продолжается туда, вперед. Так, окей. Я думаю, нужно приносить сюда уже зелень на разные ярусы. А, нет, я еще чуть-чуть покажу то, как здесь двигается пространство. Например, с помощью домика на переднем плане. Он точно так же строится. Таким образом. Тындынь. Пусть он будет таким чуть странным. Такой тип крыши я просто обожаю. Он гениальный. Так, крест окей. Тут пусть будет крутой балкон. Очень классно утром выйти на такой балкон, сидеть, пить кофе, балдеть. Ну, прям это то, что надо. Это я очень люблю. Я так очень любил делать в Венеции. Это невероятно. Ты утром выходишь и наслаждаешься этим миром, этой жизнью, тем, что вокруг, тем, как все вокруг. Так, ТикТок, фокусируйся. Это дерево я продолжу. Как раз оно хорошо сливается уже с формой этого домика. И намечаю оконные проемы. Окна рисую очень просто. Такие кругали, потом в них пятно тени. Все, больше ничего про них. Сюда немного кустов. Тоже они приобретают характерную трехмерность, хотя по сути вот такие кругали и кругали. Но поставленные в трехмерную плоскость неплохо работают. И сразу же стараюсь приносить туда тени образования.
чтобы мне самому было легко понимать, как у меня выращивается эта объемно-пространственная композиция. Вот тут начинаются какие-то катакомбы. Мне тоже их нужно превратить наверняка в какое-то жилое пространство. Ну, начну с того, что, опять же, сделаю тут окон. Нет, дверной проем. Пусть он пока тут будет. Я пока буду думать, как это можно будет интерпретировать для жизни людей. О, может вот здесь я спущу крутую лестницу вниз. По нормативам вряд ли такое прокатит, но, знаете, в Италии я видел не такое. Все равно мне хочется сделать эти остановки. Вот, точно. Я попробую ее забить здесь. Крутая лестница идет вот так. Вот она начинается. Вот с нее падать не рекомендуется. Вот она. Тут небольшой проход на зону вот сюда. Тут она продолжается, допустим, до сюда. С тем же самым уклоном. Вот так. Намечу ее. Блин, и сразу мозги включились. Сразу приливает кровь в башке. Это почти эффект как от кофе. Я прям всем рекомендую. Это супер упражнение. И вот здесь я отправляю человечков уже вниз. Они не то чтобы сильно безопасно, но вполне уже адекватно могут спуститься с этого уровня на этот уровень. Так, окей. Получается вот такая структура. Сейчас я немножко посильнее ее выявлю. Так. Главное, чтобы не получился у меня какой-нибудь эшер. Хочется более заправдошную историю. Так. Такая структура. Тут вот такая. Да, даже похоже на правду. По ту сторону тоже можно развивать. Кажется. Вот здесь, я думаю, нужно уже начинать с деревьями. Потому что до края листа уже недалеко. Я хочу зафиксировать композицию как композицию. Поэтому там утыкать ее в лист прям не буду. И, допустим, здесь у меня идет история с парком. Неплохо было бы нарисовать человечку для самоштабности. Но сейчас я это сделаю где-нибудь. Так, крест, окей. Здесь будет микропарк, микросадик. В очень сложных структурах старинных городов чего только не бывает. Ну, у меня сейчас, конечно, тут совершенно дикое решение. Но, допустим.
Окей. Вот у меня появляются пятна деревьев. Нужно больше деревьев. Спасибо. Все-таки моя профессия в первую очередь это ландшафтная архитектура. Доброе утро, спасибо. И вам тоже. Хорошего дня. Может нарисуем, может нет. Перила предполагаются. Так как это не проект, я не обязан их рисовать. Захочу деталить до уровня перил, нарисую. Но я сейчас деталю только до уровня дверных и оконных проемов. Мне сейчас интересно, как можно разойтись в пространствах. Вверх-вниз, в стороны. Так, вниз я уже разошелся. Будет прикольно еще разойтись вверх. Да, рисование это просто дело практики. Ну, у меня не совсем дизайнерский рисунок. У меня архитектурно-проектный рисунок. И еще такой с уклоном в итальянскую школу. Больше. Так. Ну, кстати, Цой вот рисовал круто. Я был там месяца 2 назад на его выставке. Он очень круто рисовал. Офигенно. Ну, очень стилизованно. Нереалистично, но офигенно. И меня тоже раньше бесило, когда на меня кто смотрит, когда я рисую. Я подумал, это странно, и мне нужно прокачать что-то обратное. Поэтому я стал рисовать публично. А потом мне стало так спокойно по этому отношению. Не, разукрашивать не буду. У меня стиль черно-белая графика. Я очень мало с цветом работаю. Так, Виста, окей. Так, я думаю, как вот в этой структуре подняться наверх. Как это возможно? Если, например, у меня здесь вот такая структура, допустим, городской стены. Ну, спасибо. Могу ли я вытащить отсюда дорогу наверх? Я думаю, может быть. А может быть и нет. Не знаю, сложно. Я давно не практиковал это полноценно. Нужно снова возвращаться. И, может быть, с таких каких-то простых элементов начать. Так, как бы сделать так, чтобы все влезало? Окей. И приношу сюда тоже идею деревьев. Сейчас, блин, озеленю этот город. Нет.
Окей, здесь стена. Тут контрфорсы. Такие огромные. Чудовищных размеров. И там сверху тоже фрагмент сада. Блин, как я балдею с этого момента. Просто тащит. Я сейчас работаю, я жду, когда у меня закончится рендер одного проекта, который должен был закончиться быстрее, чем я ожидал. И чтобы не уснуть, так как я не спал всю ночь, я рисую вот эту вот штуку. А мой ноутбук изо всех сил шуршит на своем на своих максималках. Так, окей. В общем, вот тут пространство так разбегается. Ты-дым. Так, и что получилось? Люди могут идти. Вот так они идут, и так, сюда идут, сюда. Сюда, могут спуститься сюда. Но это упражнение вот на точечной перспективе на построение, допустим, городского пространства. Сюда могут спускаться, сюда и выйти сюда. Пойти сюда, подняться. Я не детализирую до туда. Я сейчас детализирую только до оконных и дверных проемов. И развожу пространство по уровням. Сюда подняться, сюда. Окей. Они совершили такой круг. Пока непонятно, как они могут подняться вон туда. Я могу, например, отправить их на этот уровень с помощью лестницы вот здесь. Окей, я попробую. Допустим. О, спасибо. Они поднимаются сюда. Здесь их ждет терраса рядом с этим домом. Ну, вот эти места я закрою тоже деревьями. Пускай тут деревья растут. Я не хочу дальше продумывать. Они идут по этой структуре, поднимаются сюда. И они уже на вот этом, на втором ярусе. И все еще непонятно, как они могут прийти вон туда. Пускай они идут по хардкору просто. По супер крутой лестнице. Ну, я ходил по таким лестницам в Италии. Как бы такое есть. Такое есть. Ну, честно, такое есть. Этот город Асколи Пиченца, по-моему, называется. Там есть гора, если я ничего не напутал, как обычно. И там прям с этой горы такие спуски. Идешь и думаешь, эти люди придумали архитектуру, и они очень свободно относятся к тому, что может произойти с человеком, который покатится кубарем. Ну, это нормально, я считаю. Да, я ходил по таким лестницам, по ним ходишь, и ты думаешь, чувак, жизнь твоя, в общем, конечна. Сразу расставляются приоритеты. Так, квеста, окей. В общем, я привел человечков, условно, туда. Могу ли я их отправить куда-нибудь выше? Ха-ха,
Ха-ха, еду в Италию. Откуда? Откуда пускают в Италию? Ну, нет, у меня подруга одна из Рима приехала недавно, ну как недавно, месяца 2 назад, приехала в Москву, потом в Карелию, а потом обратно в Рим. Но у нее гражданство римское. Одна подруга из Австрии через Финку приехала в Питер просто потанцевать. Потому что в Австрии она не могла потанцевать. В общем, если есть гражданство итальянское или австрийское, то, видимо, это не проблема. Если нет этого гражданства, то, мне кажется, это прям проблема. Мне тоже уже срочно бы надо туда. Но как-то по-простому не выехать. Так. И там тогда тоже наверху живут люди, и они находятся в той же перспективной истории. Рисую домик. И фасад пусть тоже будет здесь. Ну круто. Тын-тын. И вот здесь такой, наверное, будет гранде домик. Будет католическая церковь. С такой супер простой архитектурой, но готичной. Туда тоже бы контрфорсы хорошо. Окей. В общем, дальше задирать, наверное, наверх пространство я не буду. Подумаю, наверное, про вот эту сторону. У меня рендер остается еще 35 минут. Но на 35 минут, наверное, не хватит моей зарядки для телефона. Блин, я на стрим написал целый план. Я его не придерживаюсь, потому что просто стал болтать. Ну, пейзажи это круто. Пейзажи тоже рисую. Но, опять же, в этом стиле графики. Но они более декоративные. А вот это у меня для упражнения мозга. Так, тут уже, возможно, история с деревьями. Вот так. Мне 42. Так, контрапорция. Окей. Блин, на самом деле нормально штрихануть это все хочу, чтобы выявлялись формы. Да, потрачу немного времени просто на штриховку. И пускай башкенцы чуть отдохнет. Потому что это, блин, просто как тогда вторая работа получается. Я там сижу, думаю, что можно сделать, как можно вытащить проектную тему. Еще здесь дополнительно думать не очень хочется.
Хочется просто продолжать процесс. Это как рисование такое, автоматичное, когда рисуешь и говоришь по телефону. Вот, я думаю, что мои упражнения по графике нужно перевести в такой режим, чтобы голова могла отключиться, а рука сама делала бы вот эти вот нарощенные всякие истории на опытности, на практике. Потому что практики просто вагон и маленькая тележка. Рука могла бы сама бы подумать о всем этом на автомате. В общем, я преимущественно сейчас закрываю теневые области, которые вот эти вот. Я думаю, если солнце справа сверху, то максимально интенсивная тень будет на вот этих плоскостях. Нормально. Да, нужно рисовать то, что нравится. Мне нравится архитектура старинная, ландшафт и архитектура, классика. Еще девушек нравится рисовать. Вот это я все обожаю. Вот это я и рисую. Если рисовать то, что нравится, то это и силы дает, и заряжает, и можно долго не останавливаться. Если это балда, которая сейчас рендерится, она отрендерится нормально, то с утра иду на наброски натуры. 100 лет уже не ходил. Это радость-то. Девушки, это прекрасно. Жешь. Да, со штриховкой. Хороший прием штриховки — это когда штрихуешь вот так, как я сейчас, заплатками. Он дает такой эффект, как будто бы там в заштрихованных областях продетализировано. А там нифига не продетализировано, но такой эффект присутствует. Поэтому я больше всего люблю такой тип штриховки. Плюс еще штриховка по форме тоже хорошая вещь. Но вот это практичнее для условного рисунка. Для рисунка, который предполагает в себе не точную фиксацию ситуации текущей, а ее интерпретирование. Так, сюда ряд кустов. Вот сюда немножко. Не знаю, рыцарей не рисовал. И сюда чуть-чуть. Создам некоторые подобие естественного ограждения. Зеленкой. В общем, вот. Туда пространство вырастил. Теперь все нормально. Чтобы попасть наверх, люди могут двигаться от вот этой структуры вот сюда, поднимаются наверх, проходят вот сюда, поднимаются наверх, проходят вот сюда, поднимаются наверх, проходят вот сюда. И у них, в принципе, все окей. Люди вот отсюда могут дойти до храма наверху. Но непонятно, что теперь с этими подземными жителями. Могут ли люди из храма спуститься вниз? Они тут приходят, тут основной город, наверное, находится. Идут вот сюда, в эти полукатакомбы. А там же внизу тоже происходит жизнь. Например, если они спустились сюда, привет, перешли этот мост арочный, поднялись сюда. Допустим, они там пойдут непонятно куда.
Ну ладно, к катакомбах я их как-нибудь проведу. Может быть, в следующем стриме. Нет, в следующий я буду какую-то другую уже картинку рисовать 100%. Окей. Теперь нужно, наверное, развивать вот это вот. Сейчас я попробую сделать так, чтобы было одновременно видно все. Да, как-то так. Если, например, тут тоже городская стена и крепость. Допустим, тут сразу идет высокая стена, и она тоже выходит из этой центральной точки. Прям гранде-гранде. Да надо рисовать уже, что говорить-то об этом. Просто брать и прям фигачить. Такая монстроидальная прям. И сразу же к ней контрапорсы. Допустим, не очень мощные, но как бы есть. Тут, наверное, история с башней. И может быть тут история с башней. Так. Вот такая башенная тема. Да, надо практиковаться просто. Будете рисовать еще и лучше. Так. О, и мой аккумулятор говорит мне, что сейчас он закончит скоро. Свою работу. Мне нужно срочно покупать новый телефон. Я вот сейчас как раз хожу и выбираю между двумя моделями. Так. Какие здесь идеи? Башенные структуры. А вот здесь я даже не знаю чего. У меня сейчас в Galaxy S7. Древняя хрень, но очень классная. Ну да, практики нужно дофига. Километраж нужен. Так. Что здесь может быть у меня? Тут пока не понимаю. Что это такое? Тыдынь. Домик, который врос в землю. Не рисую ничего на заказ. Так.
Да, это странно, потому что торчит часть крыши. Да, блин, фиг с ним. Это просто домик. Вот он такой, у него такие проблемы. Вот он просто настолько торчит из земли. И что хотите с этим? И думаете. Ты-дынь. О, спасибо. При таком безумном пространстве здесь, почему бы не быть и вот такой ситуации? И тогда это будет примерно вот так. И примерно вот так. Да. Похоже на правду. Я. И теперь человечки приходят сюда. Они видят, да никак не зову. У меня просто миллион таких в скетчбуке. Очень много. Они приходят сюда, опускаются сюда и могут прийти, например, вот в этот домик. Это любопытно. Этот с огромными арочными дверями. Вот он. Такая структура с окнами. Тут тоже тема с окнами. Тын. Окей. Я этот стрим выложу на YouTube. Если интересно, то можно посмотреть там. Так. И человечки спустились и пошли туда. И тогда получается, что мне в принципе нужно сделать логику. Сейчас покажу где. Так, верну микрофон на место. Мне нужно привести человечков к этим жителям подземелья. А к ним плюс-минус адекватно они могут прийти, если я посмотрю. Вот эта плоскость. Я отойду на расстояние для деревьев. Если я буду подниматься вот так, сделаем площадку. Дальше буду подниматься вот так. Не буду жестить с такими уклонами. Снова сделаем площадку. А здесь сделаю такие структуры, тоже жилые. И такого, честно говоря, я видал немало. Окей. Получается плюс-минус вот такая история. Все, теперь к этим чумбрикам можно добраться.
и они могут прийти и отправиться туда. Где их ждет вот такая арка. О, спасибо. Но вот здесь пускай они придут вот так. Так, видно ли это вообще? С точки зрения нынешней реальности, я, конечно же, жестю с уклонами лестниц, но я видал и не такое. В старых итальянских городах. Так что для меня это некоторая индульгенция. Так, окей. Здесь могут расти деревья. Ну, уроки рисования тоже круто, в любом случае. О, блин, 5%. 5% на моей мобиле осталось. Поэтому я, наверное, заканчиваю стрим фактически. Блин, я тоже люблю Италию. Вот я заканчиваю стрим. Сейчас я еще покажу поближе, что получилось. Я его сейчас он обработается, сохраню. И выложу на YouTube. Когда следующий стрим, не знаю, может сегодня, может завтра. И наверняка буду тоже рисовать в перспективе, потому что я очень давно этим не занимался. Ну, год, наверное. Все рисовал какую-то декоративщину. Вот сейчас взялся и меня накрыло. Блин, я это люблю. В общем, вот, человечки идут сверху с церкви, спускаются вот здесь. Здесь у них есть площадка, они могут приходить в этот дом. Спасибо. Спуститься вниз. Тут они могут идти по этой плоскости туда, в эти домики. А также могут спуститься вниз. Тут у них есть садик. Могут идти туда. Снова спустились, и у них вот до сюда пространство прогуливаться. Тут они могут идти сюда. Переходят по этому арочному мосту. Чуть поднимаются по лестнице. Могут пойти наверх, а могут еще дальше спуститься вниз. И пойти туда вглубь. Или туда. Ну или вернуться, подняться сюда и выйти на вот эту вот большую площадь. И там идти в этот замок, еще куда-то, еще куда-то. В общем, вот такая штука получилась. Все, всем чао-чао. Пока, было приятно постримить. Пока.